Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Что нужно услышать в эту минуту вам? Что хотят вам сказать, передать высшие силы? Расклад как потоковая информация без вопроса. Каждый задумается сейчас о чем-то своем, правда? Но все же приготовьтесь услышать вот ту информацию, раз вы открыли это видео, значит, вам это зачем-то нужно. Все же есть, а у нас сегодня колода Таро ангелов-хранителей. Вот что, по мнению высших сил, может быть, как духов рода, да, но вот того, что до конца нами не познанное, то, что нами неосязаемо, но мы знаем, что это где-то присутствует в вашей жизни. Вот то, что невидимо, что вам хочет передать, как, возможно, будет развиваться события в вашей жизни. Мы еще не знаем, что нам расскажут, и давайте попробуем без сигнификации. Я думаю, по первым картам вы уже определите, насколько вам подходит этот расклад, в зависимости от того, что же это за поток придет в эту минуту. И наш расклад подойдет одинаково как и для мужчин, перекладывайте на себя, так и для моих любимых девочек. Итак, вот что вам сейчас важно услышать в эту минуту? Получается, что надо заканчивать наш расклад. Раньше, когда солнце выпадало, мои дорогие, говорили: иди, дорогой, у тебя все равно все хорошо. Вы сейчас, у вас определяется что-то в вашей жизни. И мы пока не знаем. У каждого тут свои какие-то перипетии жизненные, события, планы, понятно, да? Но раз солнце – это успех, мои дорогие. Но, тем не менее, карта энтузиазма, то есть к чему-то нам придется приложить усилия и как узнать что-то заново. Для себя прояснить какую-то обстановку. Может быть, это такая центральная карта, как действительно Солнце, ведь это выбор правильного направления. Кто-то из вас сейчас определяется, на что вы согласитесь, во что вы готовы углубиться, продолжить, а чему или кому вы скажете «нет», что вам нужно услышать в эту минуту. Это может быть история, которая связана с личной жизнью, кстати, творчеством. Именно в этой колоде особое такое значение любящего человека. То есть тот, который бескорыстный, мои дорогие. Тот, который альтруист, и тот, кто очень чувствительный. Вот в вашей жизни сейчас, в ваших подобных энергиях происходят перемены. Что-то меняется внутри вас, я хочу сказать. И это может быть как ваше отношение к кому-либо, или, если мы говорим, это как творческий процесс. Когда у вас тоже что-то меняется. И по этим двум картам, что скоро произойдет, рост вашей популярности, может быть, если это вопросы вашего творчества. Если это вопросы, связанные с личной жизнью, то какой-то поворотный момент совсем скоро произойдет. Волшебно. Карта силы. Вот в этой колоде, не на каждой карте, обратите внимание, изображение ангелов. И там, где нет этого изображения, это все зависит от нас. А там, где изображение есть, крылья, да, девушка, дева прекрасная, рядом со львом, это как то, что благословление высших сил, помощь высших сил, безусловно. Но эта карта в первую очередь это мужество. Может быть, это и есть какое-то сложное такое ваше положение, когда вы как под прессингом, почему так говорю, на что-то ж нужно мужество, правда? И здесь вот этот лев, он подчиняется прекрасной деве, потому что он не чувствует агрессии. Все же по этой карте я могу предположить, вот что вам нужно сейчас услышать. Возможно, это вас вот так карты характеризуют, что вы для себя задумали какой-то план, но и при этом вам как будто придется договариваться. Договариваться или быть готовым к этому компромиссу, когда приходится сдерживать собственные эмоции. Но это не в пустоту, мои дорогие. У вас совсем скоро сложится такая ситуация, которую нужно будет решить. И мудро, и очень правильно. Правильно для самих себя. Но этот момент, он будет такой сложный именно потому, что, возможно, себя как будто придется на что-то уговорить. Уговорить, потому что какая-то история была связана с вашим разочарованием. И это может быть как человек. Или когда вы можете даже какой-то документ, к примеру, получить. И поначалу это мы как отказ.
Поначалу это то, что нас шокирует. Мы были готовы именно на продолжение, или мы уже себе какие-то планы построили. Но тройка мечей — это всегда ведь грусть, это когда разочарование. Где-то карта нам говорит о том, что в твою жизнь, на твой порог буквально приходит солнце, но совсем не так, как вы это ожидали. И по этой карте это мы себя прощаем за предыдущие ошибки. И все же прощаем кого-то тоже. Возможно, вам придется, вы столкнетесь с какой-то такой обстановкой, обстоятельствами или конкретные контактные лица, когда состоится очень важный диалог. Для вас это тоже может быть такое своеобразное прозрение. Если мы говорим карта альтруиста, могла быть и прежде какая-то история, все же по этой карте, когда вы на что-то согласились. В результате вы закрыли на что-то глаза, а потом произошел, ну, как вот крах иллюзий. Или крах того, во что вы верили. Крах, было что-то обещанное, и вот это обещанное тоже не состоялось. И вот, видимо, и ваша сила в том, ведь всегда это карта выздоровления, мои дорогие. Вот конкретно выздоровление. Карта самопрощения. Но я допускаю, что мы кого-то прощаем тоже. Может быть, допустить, что и мы ошибаемся, люди ошибаются. Я все-таки вижу, что тут у вас какая-то будет история, причем которая будет развиваться, продолжаться, но она именно основана на каком-то вашем проигрыше, минусе. Мы выздоравливаем. А самое главное, я иногда называю эту карту здорового равнодушия, потому что мы правильно оцениваем обстановку, мы правильно оцениваем отношения, мы правильно даже какие-то договоренности оцениваем. Поэтому это как, знаете, одни двери закрылись, но откроются совершенно другие. Но вы, видимо, пока вы до вторых дверей доходите, вы уже приходите к полному осознанию того, точнее, что вот определенным способом я поступать не буду. Для кого-то из вас вы будете для себя очерчивать определенные границы. Точно, 2 тройки. Всегда тройка – это карта будущего. По этой карте мы можем даже остановиться на полдороги. Мы можем точно так же, кстати, замереть от полученной новости. Но значит, это нас заставит задуматься, на что мы согласны на последующее время, вот на это будущее. И карта конкретно объективизм в себе содержит такое значение. И значит, объективно вам придется совсем скоро, это важно услышать прямо сейчас, вам правильно оценивать то, что происходит вокруг вас. Потому что здесь может быть связано с тем, что вам придется куда-то быстро собраться и поехать. Я не говорю, что вы именно в конечной точке маршрута откажетесь быстро. У кого-то это будет скорее какая-то подготовка к предыдущей, последующей, точнее, отправке, или подготовку к какому-то вашему, как реваншу, мои дорогие. А что это такое? А в это и есть какая-то возможность, счастье, радость. И здесь у нас туз кубков, мои дорогие. Много каких-то приятных эмоций. Вот смотрите. Не было бы, наверное, счастья, да несчастье помогло. Может быть, помогло прозреть, может быть, помогло, ну, как увидеть что-то, не быть в иллюзиях. Или когда помогло себя простить за какие-то ошибки, и это перемены внутри вас самих. Вы тут что-то меняете в своей жизни, потому что вы теперь хотите это как с новым подходом сделать, с другим видением. И здесь, знаете, совпадают в какой-то момент, будьте к этому тоже готовы, ваши желания совпадают с тем, что вам буквально ангелы посылают, мои дорогие. И вот не было бы счастья, действительно, но мы теперь понимаем, почему мы оказались в определенном месте или в определенной ситуации, потому что нам нужно было увидеть что-то или передумать, как с новых позиций. Может быть, для того, чтобы что-то начать даже с чистого листа, мои дорогие, потому что на кону здесь, по сути, отношения, безусловно, идут по этой карте, и интуиция, уметь доверять самим себе. Но, безусловно, это карта радости, карта счастья, поэтому она предвещает, что в последующем, смотрите, как красиво, да, солнце, и как будто куда мы идем, а вот именно путь, правильное направление к счастью. И здесь нам говорят, твоя сила возрастает именно от того, что ты проходишь по жизни какие-то сложные преграды. Что вам важно знать прямо сейчас?
что хотят вам передать высшие силы. Что еще вам важно знать? Существует некий человек, и вот смотрите, у нас выпадает королева воды и король мечей. Это карта эксперта. Конкретно в этой карте респектабельный человек или эксперт, пусть это у кого-то может проиграться, как знак зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Может быть и так, да? Но все-таки или асцендент. Но мы больше не уходим от астрологических именно значений по Таро. Это у кого-то из вас может быть в принципе тот человек, который сложный. Может быть это как руководитель на работе. У кого-то юрист-адвокат, от кого вы узнаете тоже правду, я такое не исключаю. Может быть какой-то высокопоставленный чиновник, когда вы понимаете, что да, вот провзаимодействовать нужно. Или пусть это история любви, тогда как будто люди в разных энергиях. Вы живете чувствами, а человек живет логикой, разумом, но не сердцем. Но я должна сказать, в жизни человека, вот смотрите, нам карты как будто сейчас будут рассказывать что-то о конкретном человеке. Или это может быть та комбинация, что вас будет связывать с этой персоной, если это официальное лицо. Нулевой аркан. И это не шут и не дурак, называется мечтатель, мои дорогие, в этой колоде. И, конечно, тут у нас прописано начало-начало, да, нулевой аркан. Но это доверие. И все равно протекционы. То есть это как какая-то защита, это какая-то протекция, да, мы говорим. И здесь это может быть протекция в виде конкретного человека, так и в помощи высших сил. Вот совсем скоро у вас как будто соединяется взаимодействие с конкретной персоной, и это происходит еще и в нужное время. Потому что именно в это время словно и ангелы наблюдают и помогают, а я бы сказала, сопровождают. Вот мы как дети, да, как вот эта девочка, которая за бабочкой гонится, она не видит, что она на краю обрыва, а ангел уже протягивает руку, чтобы ее вовремя подхватить. Вот у вас наступает совсем скоро, будет такой момент, и вверху у нас с вами карта сила. Посмотрите, тоже старший аркан. Когда вам нужно будет принимать какое-то совершенно новое решение, о котором вы даже сейчас не думаете. И это будет связано либо с конкретным человеком, ну а если это чиновник, будем говорить, официальное лицо, вы можете что-то услышать от него. То, что... Ух ты, еще и карта мага. То, что не входит на сегодняшний день в ваши планы, а то, что вы не рассматриваете, я более того могу сказать, вы даже не предполагаете. Тут с конкретным человеком будет связывать вас какая-то история, причем карта мага будет говорить, что у человека есть свой интерес. По этой карте идут люди, которые рассчитывают сами на себя. И этот интерес, он может строиться на элементах, когда есть свой какой-то план. А вы знаете, тут может быть так, вы кому-то не верите. Тут и будет какая-то интересная конфигурация, которая может совпадать с решением вопроса личной жизни. У кого-то по личной жизни запутанная история. Тем не менее, у нас две карты, посмотрите, королева и король кубков. Здесь нам показывают, к примеру, о продолжении отношений, которые проходят какой-то сложный этап через разочарование, расставание, предательство. Но они будут продолжены, потому что это так высшие силы хотят. Пусть это будет какой-то контекст. Для кого-то, чтобы решить некоторые задачи. Может быть, они касаются практик, да? Финансового благополучия, вопросов дома. Может быть, это как-то связано с работой, взаимодействие, партнерские отношения. Но здесь я могу предположить, союз, он какой-то, он неразрывно продолжается, мои дорогие. Но это могут быть особенно для тех, кто смотрит сейчас видео, и больше вы, конечно, обдумываете свою личную историю. Хотя вопросы достижений, согласований, документов, договоренностей, они тоже могут присутствовать. Но вот в основе, если лежат чувства, тогда вам карты говорят, происходят очень важные какие-то перемены в судьбе конкретного человека. Происходят в его жизни какие-то тоже переломные моменты, которые меняют его отношение, возможно, к вам. С чем это связано, давайте узнаем. Ну вот вообще волшебно. Да тут сама возможность идет в вашу жизнь посредством того, что как и меняются вокруг обстоятельства, как меняются в вашей, а не жизни. Точно так же обстоятельства меняются в жизни человека, таким образом, ну как бы воздействуя на него и показывая, что в этой жизни по-настоящему ценно,
а то, что, может быть, и человек думал, что прежде, да, это что-то интересное, и следует это продолжать, то тут тоже человек делает определенные выводы. Если это касается каких-то важных согласований, мои дорогие, у вас тут что-то получится. Вы можете получить какую-то важную бумагу, довести дело до ума. Все ж таки это реализация. Да, это какая-то возможность к вам приходит в жизнь, но она требует от вас сразу же, ну, как немедленных действий. Немедленных — это понятно, что-то следует додумать, потому что самим вам говорят, уже как предупреждение, карта мага, ты не можешь к этому подойти с позиции импульса. Здесь тебе придется включиться вот в такие же энергии, как король мечей. Потому что, ну, эмоций будет много, но тебе как будто предстоит для себя сделать что-то хорошее. И это будет скорее касаться либо документов, либо важных решений, может быть и подписание важных бумаг или каких-то очень важных договоренностей. Два туза. С одной стороны эмоции, с другой стороны дела. Конкретные какие-то, может быть, и документы, откуда к вам приходят деньги. Здесь может быть, если мы говорим два человека, обратите внимание, два туза. И первая позиция, первый ряд – это эмоции, чувства, а вторая – это какая-то конкретика. И, ну, это наши возможности, безусловно, которые никак нельзя упустить. Что вам еще хотят передать высшие силы, что нам откроют карты для вас, что вам необходимо услышать в эту минуту? В каком направлении, может быть, уводят карты ваши мысли, вас самих? Предлагаю вам рассмотреть альтернативный вариант. Итак, что нужно услышать прямо сейчас? Приготовься к тому, что тебе придется пройти не совсем короткий этап. Тебе придется, может быть, как согласование, возможно, еще придется как какую-то работу вам выполнить. И я не могу сказать, что вы будете вот именно этим заниматься как-то в ускоренном режиме. Все-таки это у нас рыцарь земли, и здесь самая главная задача, тебе придется как-то по-новому организовать себя. Наверное, это может быть как краеугольный камень вашего благополучия и последующих достижений. Поэтому будьте готовы к тому, да, это точно как будто путешествие к собственному благополучию, десятка земли или десятка пентаклей. И это всегда, безусловно, возможности, перспективы. Но это уже карта, когда у нас что-то есть реально в наших руках. И здесь как и семья, ближайшее окружение. Здесь есть как и дружба, мои дорогие, какие-то важные контакты, но и, безусловно, безопасность. Безопасность проходит по этой карте, поэтому вы можете быть поставлены перед таким вопросом, может быть, вы и не верите, или вы не верите конкретному человеку, или вы были ранее как поставлены в какую-то такую жизненную метаморфозу, вы как раз понадеялись, а оно пошло не так. Так вот тут надеяться не надо, тут быть как надо наготове. В любой момент, когда меняются события или людское мнение, нам нужно что-то переиграть, переделать. Но именно эта позиция, мои дорогие, может быть, потребуется, вот как по первой карте, тоже говорит, ты не торопись, тебе такие навыки, опять же, организация вашей жизни, ну, тебе такие навыки, они у тебя не появляются из ниоткуда. Где-то тебе помогает опыт, сын ошибок трудных, но организовать-то себя ведь тоже придется, как переместить другие энергии. Но это того стоит, потому что на кону ваше, как и солнце, изобилие, процветание и конкретно финансовое благополучие. Что вам нужно услышать прямо сейчас? Тебе придется учиться. Возможно, вам придется получать какие-то документы, и, ну, как сертификат, например. Или когда вам придется оказаться среди людей, как другой ментальности, у кого-то так может проиграться. Или это другой коллектив, мои дорогие, работа в команде. Но здесь как задача раскрыть собственные таланты. Потому что именно талант в первую очередь прописан по этой карте. И взаимодействие, безусловно. У вас какой-то союз будет продолжен, опять же, с человеком. Потому что, как и вы видите, в этом для себя, это точно, какой-то приоритет. Вы для себя видите перспективу. Может быть, вы открыли, мои дорогие, этот расклад именно потому, что вы чувствуете, ну, есть какой-то нюанс, даже в какой-то сложной истории,
когда вы допускаете, вот я могу такое предположить, вы уже допускаете, что в любой момент, да тут может многое измениться. Будьте готовы, что вы получаете на самом деле какое-то предложение, или будет важный разговор. Возможно, кто-то из вас узнает важную новость, когда вы сможете что-то осуществить, но определенным планом или определенными методиками. Или вам нужно будет действовать вот как бы выбор без выбора. Вроде бы или я соглашаюсь, или я вообще отказываюсь, потому что это карта возможностей. И нам не случайно мальчик показан с книжкой под мышкой. Как будто он, посмотрите, абсолютно счастливый. И карта такая очень солнечная, очень добрая. Ты как в начале какого-то долгого пути. Да, ты сам по себе ресурсный. И карта талантов предыдущая нам об этом говорила. Но тебе предстоит еще пройти какой-то сложный путь. И ты не загадывай это наперед. Ты просто будь готов, вот как я говорила по карте мага, будь готов взаимодействовать с тем, что приходит в твою жизнь, или с тем, что складывается в твоем окружении, или в обстановке, в обстоятельствах. Мы чего-то пока не видим и предугадать не можем. Но я часто очень говорю, жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той карты, которая выпала или которая в наших руках. Поэтому идти по ситуации вам придется. И вот все, весь наш с вами сегодняшний расклад. И говорят, что в пространство, высшие силы в вашу жизнь посылают новую энергию. Через, опять же, то, что меняется в жизни других людей. То, что меняется в обстановке. И вам предстоит это все сложить в красивый узор. И если ты допустишь, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и вы многого вот не знаете, но готовы как будто пройти этот путь, то это для тебя открывает совершенно новые возможности. А что это такое, хочется узнать. Где-то карта добавляет всегда, по этой карте ведь пажи мы говорим вестники. Но здесь вот именно больше эта карта, знаете, как создателя творческого процесса или творческого человека. Тот, который вот поставил для себя, пусть даже сказку сделать былью, или какую-то мечту воплотить в жизнь. И как будто вам достаточно одного жезла. Не случайно, пусть тут только перышко, мои дорогие, но в некоторых картах вообще нет ничего, да? Хотя вот в этой колоде, посмотрите, тройка мечей, два ангела утешают. Как будто говорят, ну, прости себя, прости другого за какие-то ошибки. Чтобы вот не было разрушения из-за старых обид или из-за старых каких-то воспоминаний. Может быть, из-за собственных ошибок. Ладно, а вот хочется спросить все-таки, да, как же все это продолжится? Что вот на будущее нам подскажут карты? Возможно, к чему вам приготовиться, мои дорогие? К чему быть готовым вот на этом пути? Придется пройти в одиночку. От вашего, именно вашего какого-то решения будет зависеть. И вот конкретно карта говорит, если ты в это действительно веришь, если ты действительно сумеешь для себя, как наметить этот путь и будешь готов, а ведь это карта философа, для него весь жизненный путь – это какая-то каждый раз, с каждым новым шагом новая история. И он готов открывать новые горизонты, буквально. Вот если вы готовы открывать новые горизонты, если вы, мне совсем ни одна карта не говорит о том, что мы за что-то цепляемся, что-то держим. Нет, наоборот, мы все отпускаем. Ведь это карта ментора или карта того человека, который знает ответы на самые сложные вопросы. Возможно, кому-то из вас, я даже такое допускаю, кто-то будет увлекаться психологией, к примеру. Возможно, кто-то из вас начнет изучать, ну, там психология в разных направлениях проходит, да, и для кого-то из вас это как коучем, может быть, пройти курсы, настоящие курсы, да, на коуча, когда вы, наверное, пройдя какой-то сложный жизненный путь, вы сами становитесь целителем душ, мои дорогие, и к вам могут люди обращаться за тем, чтобы вот как мне поступить, просить вашего совета. Вас будут люди видеть, вот будьте к этому готовы.
2 старших аркана. А возможно, это какой-то человек. Вот вы можете сидеть и сожалеть, что вы прошли какой-то сложный опыт. Но зато тот опыт, с которым столкнулся другой человек, например, если мы говорим личные отношения, то он будет для него совсем непростой. И тогда вас человек может видеть, ну, своего рода как путеводную звезду. 2 таких серьезных аркана. Может быть, вас будет видеть человек, ту персону, которая умеет делать правильные компромиссы. Но и вы будьте готовы, что вам на каком-то отрезке вашего жизненного пути придется словно свернуть, переиграть что-то, быть готовому к компромиссу волшебно. 3-й старший аркан, который у нас колесо фортуны. 10 ангелочков. И это сама по себе карта прогресса, причем иногда очень быстрого. Это карта перемен и стремительных перемен. Да, карта баланса будет говорить, и тем более с учетом аркана отшельника, тут будет что-то развиваться, будьте к этому готовы, вам тоже это нужно услышать. Так вот, поначалу что-то может развиваться, ну, в таких спокойных более энергиях, когда даже будет казаться, ничего не меняется. Но наступает какой-то момент X, и как будто все ускоряется. Будьте готовы и вы к этому ускорению. Вам могут предложить что-то или вас может ожидать подарок. Какой-то приятный сюрприз, мои дорогие. Для кого-то из вас может состояться очень важная романтическая встреча. Причем в эту встречу будут вынесены как на поверхность, подняты важные разговоры, когда вам придется с одной стороны говорить откровенно, но, а с другой не драматизируя. Будьте готовы, точнее, услышать какую-то правду. И эта правда вас не должна поставить в тупик. Будьте к этому готовы. Потому что, да, тут всегда по рыцарю кубков мы можем чем-то вдохновиться, но нам говорят, это ведь не будет надолго. По этой карте нам говорят, что это вот умей вдохновиться моментом, вдохнуть в себя, может быть, как свежий воздух мечты, или представить, что именно сейчас твоя жизнь, ну или где-то совсем скоро, она выравнивает свою траекторию как в сторону большего благополучия, несомненно. Но те пути, которые тебе еще доведется пройти, они и тебе неведомы. Поэтому для тебя тут самое главное не прокрастинировать и не создавать себе иллюзий. Интересно. Но тогда мне все-таки хочется узнать, а к чему же это все идет? Чем дело кончится в конечном итоге? Почему не создавать себе иллюзии? Давайте с вами узнаем, чем дело кончится. Вот вся та ситуация, которую нам сегодня рассказывают карты. Так чем же это дело кончится? Вот смотрите, по пажу кубков здесь я не могу сказать, что прямо тут после 7 воды, да, эта карта больше или выше, точнее, по значению, но волшебная карта, она говорит о том, что вам что-то будет приятно, вам что-то, безусловно, будет нравиться. Но у вас, скорее всего, будьте готовы, к чему все идет или чем дело кончится. У вас будут какие-то договоренности с конкретным человеком, когда будут задействованы и эмоции, мои дорогие, ваши эмоции, эмоции другого человека, или это как ваша мечта, желание, то, что что-то очень приятное, и какие-то материальные, меркантильные интересы. Будьте к этому готовы. И здесь, как и в первом, так и во втором, нельзя создать себе иллюзии, что ну вот уже все, то есть как все вопросы решены, и я могу расслабиться. И точно так же, это как начало, может быть и по заработкам, или какая-то совершенно другая у вас точно должна быть финансовая стратегия. Здесь для вас, знаете, такой опыт, чем дело кончится, когда вы понимаете, что, может быть, вам сейчас пространство дает возможность решить свой финансовый вопрос. Решить вопрос, который касается документов, возможно, жилья, это тоже не исключаю. Или как по жилью, не обязательно сами по себе документы, как оформление, а в принципе место пребывания у кого-то тоже может проиграться, особенно по 9 жезлов. Потому что мы как находимся в каком-то определенном месте. Кому-то из вас придется делать выбор по части переезда или какой-то поездки. И это
потребует от вас, как еще некоторых мероприятий, подготовки и, безусловно, выбора. Но вот хочешь ты или нет, если мы спросили, чем дело кончится, и у вас выпадает шестерка земли или шестерка пентаклей. Это карта финансового успеха. Это карта веры, надежды и помощи высших сил. Это карта такого баланса, когда у нас мы получаем именно то, к чему шли. По сути дела, это победа. Победа и финансовая, но для кого-то это может совпадать. Вот все то, что я сказала. Тут будет правда и меркантильный интерес тоже какой-то. Приготовьтесь к тому, карта может давать подсказку, что для тебя сейчас очень важно использовать все то, что идет как в твою жизнь. Или буквально, может, в руки идет. Мы можем мечтать об одном, а ситуация складывается какая-то такая, может быть, и однобокая, односторонняя. И вам будет очень важно, не откреститься как или не сказать, что да нет, я не хочу, я уже там была или был, не хочу я это вообще рассматривать, потому что тут может быть, я уже говорила, тут есть какой-то вибрирующий момент, потому что вот сами ангелы, как высшие силы, вам говорят, ты ж не упусти что-то, сейчас это работает тебе в плюс, может быть потом ты захочешь, ты пройдешь какой-то путь и скажешь, что ох, и вот я вот теперь согласен или согласна, но ты упустишь время. Точно. Ты окажешься на выборе, мои дорогие. Вот это, наверное, может быть, вот эта мелкая карта для вас как ключевой момент совсем скоро в вашей жизни будет выбор. Причем тот выбор, когда вот как в две дороги одновременно не пойдешь направо-налево. Вам придется выбрать что-то одно. А что это такое? Чем дело кончится? Опять выбор. Но иногда все-таки, да, это буквально шельты, сам по себе выбор старший аркан. Но это может как раз касаться эмоций, отношений. А мы с вами говорили, что вот эта карта, да, это та карта короля кубков в этой колоде особенно. Тут тот, который готов делиться. Ну, может быть, готов делиться, но в определенном эквиваленте. Или готов пойти на определенные позиции, на определенные пункты, согласится человек, а с чем-то с другим он не согласится. И поэтому будьте готовы к тому, что тут не на 100%, да, какое-то прямо вселенское согласие будет. Нет, мои дорогие, будем реалистами. Здесь будут интересы ваши. И здесь будут интересы кого-то другого. И ваша задача быть как раз к этому готовому компромиссу. Но именно так вы как будто достигаете определенного баланса, реализации своей мечты. По сути дела, это такая дорога к солнцу. Повторяются уже где-то карты. Ну, раз нам сказали, будет выбор. Я переспросила, а еще у нас аркан влюбленные. Это не просто выбор, это выбор качества жизни и направления тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые и искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моему каналу, моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, и ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.